Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами рассмотрим довольно актуальную тему для любого автолюбителя, да и автовладельца: почему скрипят тормозные колодки автомобиля, основные причины и способы их устранения. А более подробно этот и другие материалы вы, как всегда, можете почитать на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, сегодня мы с вами узнаем, почему же скрипят или свистят тормозные колодки автомобиля, как устранить такой неприятный шум и можно ли самостоятельно выявить источник звука. Кроме того, расскажем про основные причины скрипа тормозных колодок, которые могут указывать на изношенность, неисправность или даже некачественность материала, из которого изготовлены данные расходные элементы тормозной системы. А в заключение мы поговорим о том, как при помощи различных способов своими силами, так сказать, устранить надоедливый скрип и скрежет, которые доносятся от тормозов автомобиля. Для того, чтобы устранить скрип, свист или скрежет, который исходит от автомобильных тормозных колодок, как правило, при торможении транспортного средства, необходимо знать и понимать основные причины, в первую очередь влияющие на посторонний звук, доносящийся от расходных деталей тормозной системы, а также какие способы позволят эффективно решить данную неприятную проблему. Эти и другие вопросы мы сегодня и обсудим в нашем видеоматериале, чтобы получить исчерпывающее представление о том, как правильно определить причины появления скрипа от тормозных колодок автомобиля, а также какие способы нам помогут в борьбе с этой неприятностью. Кроме того, мы рассмотрим часто задаваемый вопрос многими автовладельцами: нужно ли обращаться на станцию технического обслуживания для устранения постороннего скрипа или шума от тормозных колодок. И начнем сегодняшний наш рассказ с насущного вопроса: почему появляется скрип тормозных колодок автомобиля. Отметим, что скрип, исходящий от автомобильного колеса, является результатом колебаний колодки с фрикционной накладкой в процессе трения о тормозной диск. На скрип, свист или скрежет влияет большое количество факторов. Даже стоит учитывать такую причину, как чрезмерная жесткость колебаний поворотного кулака. Все современные колодки производители оснащают специальными пластинами с целью противодействия скрипу. Однако такие пластины устанавливаются только на конвейере, когда производится новый автомобиль. Что же касается вторичного рынка машин, то в целях экономии производители тормозных колодок их не делают, а следовательно установить их на транспортное средство возможности такой нет. Кроме конструкторских причин скрипа тормозных колодок, наиболее распространенной проблемой появления посторонних шумов от колес автомобиля при торможении является низкое качество материала, из которого они производятся. Почему так сложилось, что самой распространенной причиной появления шумов от тормозных колодок является плохой материал этих расходных деталей? Все очень просто. Дело в том, что любая фрикционная накладка, которая непосредственно отвечает за процесс торможения автомобиля, является полимерной композицией, которая включает в свой состав более десятка различных компонентов. Поэтому отметим, что основной и самой часто встречающейся причиной скрипа является, к сожалению, не очень высокое качество продукции, а именно тормозных колодок. Когда тормоза продолжают работать отлично, но неприятный свистящий скрип доставляет автолюбителю и его пассажирам негативные ощущения, то это и говорит, как правило, о том, что быстрее всего качество колодок ненадлежащее. Но это, опять же, одна из причин, одна из возможных причин. Купленные в автомагазине колодки могут оказаться просто контрафактом, или производитель сделал их из низкокачественного сырья. Свист и скрип при торможении с такими колодками вам просто обеспечен, но они могут еще вывести из строя также тормозной диск. Поэтому нам придется приобретать еще и диск или его протачивать, а также новые тормозные колодки. Поэтому относиться к качеству покупаемых колодок надо предельно внимательно и осторожно. Что касается производителей, которые изготавливают дешевые колодки, то они в большинстве случаев экономят на сырье и применяют недорогой состав для данных расходных деталей. Рекомендуем не экономить на тормозных колодках, так как они являются ключевым элементом тормозной системы и основой активной безопасности автомобиля. Однако заметим, что не все колодки, которые скрипят, являются плохими из-за своего качества, из которого непосредственно материала они произведены. Колодки могут также скрипеть при несовместимости с тормозными дисками. Поэтому, как рекомендуют специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств, лучше всего приобретать тормозные колодки и диски одного производителя. То есть, если мы покупаем тормозные диски торговой марки Techstar, то и устанавливать колодки нужно такого же производителя. И вот мы плавно подошли ко второму пункту нашего видеоматериала. Это наиболее распространенные причины скрипа тормозных колодок и способы их устранения.
Не менее распространенными по статистике причинами скрипа или скрежета тормозных колодок при торможении автомобиля после некачественного сырья или материала, из которого они изготавливаются, является притирание или разработка новых колодок к дискам. Это может происходить непосредственно в том случае, если мы недавно заменили старые расходные элементы на новые, и им необходимо какое-то время на адаптацию. В этом случае нужно просто немного подождать и потерпеть. Быстрее всего неприятный звук уйдет сам по себе. Хотя в некоторых случаях специалисты по ремонту автомобиля рекомендуют обработать поверхность тормозного диска и колодки в местах их соприкосновения специальной смазкой, которая называется Liqui-Moly Anti-Skip для тормозной системы транспортных средств. Данное средство на сегодняшний день является самым эффективным в борьбе со скрипом и скрежетом при торможении. Почему же происходит скрип при разработке новых колодок о тормозной диск? Дело в том, что наверху колодки есть специальный слой с примесью, который и вызывает неприятный звук при торможении машины. Когда этот слой стирается, звук от колодок должен исчезать. Кроме специального химического средства, которое мы описали ранее, можно использовать дедовский способ, обеспечивающий быстрое избавление колодок от скрипа при торможении. Для этого необходимо сделать несколько раз интенсивное торможение, но только на пустой дороге, чтобы не получить удар в заднюю часть автомобиля. В том случае, когда после определенного пробега автомобилем тормозные колодки продолжают неприятно скрипеть или свистеть, при этом специальное средство мы применили по инструкции, то, к сожалению, данные расходные детали придется менять на новые, и причем желательно другого производителя, отличного от первоначального. Как мы говорили ранее, колодки лучше всего подбирать под тормозные диски и не стоит экономить на этих деталях, потому что скупой, как всегда, платит дважды. Следующей по распространенности причиной появления скрипа или свиста, а также скрежета со стороны колодок автомобиля при торможении является попадание в область соприкосновения с тормозным диском воды и прочих загрязнений. В таком случае проблема со скрипом решается прочисткой колодок тормозного диска и области их соприкосновения друг с другом. После прочистки необходимо будет подождать несколько дней для того, чтобы остаточное загрязнение развеяло воздушными потоками в движении. Также возможной причиной появления неприятного скрипа со стороны тормозных колодок является специальный индикатор или металлический пискун. Данный индикатор устанавливается на все современные колодки, изготавливается он в виде металлической пластины, которая служит для напоминания автовладельцу о критическом износе расходной детали тормозной системы. Этот индикатор, который выполнен в виде пластины, соприкасается с тормозным диском, и в результате чего образуется неприятный скрип или визг со стороны колеса при торможении автомобиля. Этот скрип в первую очередь говорит нам о немедленной замене тормозных колодок. Кроме того, заметим, что скрип может появляться и на новых колодках с индикатором износа. Происходит это из-за того, что крепление самой пластины выполнено из некачественного материала или просто неправильно установлено на саму расходную деталь. В результате чего происходит преждевременное касание индикатора колодки с тормозным диском и ощущается на слух неприятный поразительный скрип, иногда сопровождающийся даже скрежетом. Стоит отметить, что скрипеть тормоза могут еще также и от сильной жары на улице. Данный скрип, как правило, не сильный, но присутствует при торможении. В том случае, когда мы интенсивно передвигаемся по городским улицам, при этом чередуя разгон и торможение, то даже самые лучшие, то есть оригинальные колодки, будут издавать неприятный звук скрипа. Это происходит из-за того, что на некоторых моделях автомобилей не установлены тормозные диски вентилируемого типа. В этом случае образуется сильный нагрев колодок, они расширяются от раскаливания и начинают издавать при этом скрип. Однако этот скрип незначительного характера, в отличие от ранее описываемых причин посторонних шумов со стороны колес при торможении автомобиля. Скрип такого вида довольно быстро устраняется, как правило, при непосредственно остывании тормозов транспортного средства. А в заключение отметим, что появление скрипа, скрежета или свиста со стороны колодок при торможении автомобиля вызывает очень неприятные ощущения, но, как правило, не сказывается на эффективности процесса торможения автомобиля. В том случае, если мы уверены, что причина скрипа находится не в колодках, то нужно тогда провести диагностику и прочистку тормозной системы транспортного средства. Дело в том, что возможно сборка и разборка, а также дальнейшая смазка всех подвижных элементов системы помогут нам избавиться от ненужных звуков. Кроме того, как рекомендуют специалисты по обслуживанию и ремонту автомобилей, при замене старых колодок на новые желательно производить смазывание суппортов при помощи специальной смазки, так как этот момент может также являться одной из причин появления скрипа при торможении автомобиля. Итак, мы с вами прослушали и просмотрели тему, почему скрипят тормозные колодки автомобиля, а также основные причины и способы их устранения. Более подробно данный материал вы можете почитать на нашем сайте buzzlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием.
Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи на дорогах!